Эта кость, выжженная тысячелетиями беспощадного солнца и навсегда окрашенная в охристо-соленый цвет пустыни, прошла через бездну времени. На первый взгляд перед нами человеческий череп. Есть глазницы, есть челюсть, скулы, знакомые пропорции лицевой части, все то, что мозг мгновенно распознает как «наше». Но это узнавание обманчиво. На нем оно заканчивается, потому что этот череп деформирован. Он невозможен. Его форма не просто вытянута, она уходит назад и вверх так неестественно, что привычный округлый свод превращается в гротескный, почти инопланетный конус, словно перед нами не продукт эволюции Homo sapiens, а результат какой-то иной биологической логики. Но настоящий шок вызывает даже не форма. Настоящий ужас начинается там, где вступает в дело объем. Форму можно подделать, объем нет. По ряду измерений, пусть спорных, но повторяющихся из исследования в исследование, вместимость этого черепного свода превышает средний показатель взрослого человека на 25, а иногда и на 30%. Это не косметическое отклонение, не иллюзия перспективы и не игра костей. Это иное внутреннее пространство. Мозг, который когда-то находился внутри этой костяной оболочки, был значительно больше. Мы держим в руках не просто останки, мы держим артефакт, который бросает вызов фундаментальным представлениям о человеческой биологии. Мы держим реликвию, которая не кричит, не требует, а лишь тихим, сухим шепотом сообщает, что в нашей общепринятой истории существует целая глава, не просто забытая, а, возможно, намеренно, методично и успешно скрытая. Чтобы начать это расследование, необходимо отбросить все предубеждения и отправиться в одно из самых суровых, мертвых и негостеприимных мест на планете Земля — на южное побережье Перу, в пустыню Паракас. Это не просто песок. Это километры выжженной, спрессованной земли, камня и соли, ландшафт, в котором почти никогда не бывает дождей. Здесь жизнь в привычном нам виде словно давно сдалась и ушла, оставив после себя лишь ветер, который воет среди безжизненных дюн, как голос самого времени. Но в 1927 году один человек был уверен, что эта всепоглощающая мертвость — лишь маска, иллюзия, прикрывающая нечто куда более древнее. Его звали Хулио Тельо. Сегодня его называют отцом перуанской археологии, но это определение слишком бледное и поверхностное. Тельо не был кабинетным ученым. Он был визионером, фанатиком идеи, человеком, одержимым прошлым своей земли. Он стал первым перуанским археологом коренного происхождения и яростно отвергал теорию о том, что цивилизация была принесена в Анды извне, из Мезоамерики, от майя. Он искал материнскую культуру, первоисточник, нулевую точку всей андской цивилизации. Он уже находил ее следы высоко в горах, в Чавен-де-Уантаре, где раскопал зловещий храмовый комплекс с лабиринтами и резьбой, изображающий чудовищных богов-ягуаров. Но его не отпускала мысль о побережье. Он верил, что под бесплодной коркой пустыни Паракас скрыт еще более древний ключ. Тельо копал там, где другие видели лишь пустоту. Он и его команда работали под палящим солнцем, борясь с пронизывающим ветром Паракас, который нес тучи песка, жалящего, как битое стекло. И однажды, недалеко от унылого, всеми забытого полуострова, твердая земля под их ногами внезапно уступила, открыв вход в то, что выглядело как сложный многоуровневый некрополь. Это был не просто ряд могил. Это был подземный город мертвых. То, что они обнаружили внутри, навсегда изменило представление о древнем Перу. Сначала они нашли то, что назвали Паракас-Кавернас — глубокие, вырытые в форме бутылки гробницы, в которых десятки тел были свалены вместе. Но глубже находилось нечто иное — Паракас-Некрополис — большие, сложные,
высеченные в камне подземные комплексы, больше похожие на общинные дома для умерших. Внутри, в строгом ритуальном порядке, в позе эмбриона сидели сотни мумий. Их было более 300. И каждая, без исключения, обладала одной и той же особенностью — неестественно вытянутым черепом. Это была не случайная группа людей. Это была элита, правящий класс, державший под контролем эту пустыню. Мы знаем это, потому что они были погребены не в лохмотьях, а в сокровищах. Каждая мумия была завернута в погребальные саваны, которые сегодня, спустя почти 100 лет после открытия, считаются одними из величайших шедевров текстильного искусства, когда-либо созданных человеком. Это не преувеличение. Эти ткани поражали сложностью исполнения. Тончайшая шерсть альпаки и хлопок, стойкие природные красители, кошениль для глубокого кроваво-алого, индиго для насыщенного синего. Плотность плетения некоторых фрагментов превышала 200 нитей на дюйм, уровень, который с трудом воспроизводят даже современные компьютеризированные ткацкие станки. Но важнее было не качество, а изображение. На саванах была вышита вся их космология. Сложные, психоделические, пугающие существа, полулюди-полуягуары, крылатые шаманы с кошачьими клыками, фигуры с обсидиановыми ножами и отрубленными трофейными головами. Снова и снова повторялся мотив существа с огромными, пристальными глазами, из которых струились слезы или лучи. Это было искусство цивилизации, одержимой мистицизмом, ритуальной жестокостью и связью с иными мирами. Рядом с мумиями лежали непримитивные дубинки, церемониальные ножи из обсидиана, тонкостенная керамика с теми же божествами и украшения из золота, бирюзы и особенно ценных красных раковин спондилуса, привезенных за тысячи километров из теплых вод современного Эквадора. Вывод был однозначен. Перед нами не крестьяне и не простолюдины, а короли, верховные жрецы и элитные воины. Радиоуглеродный анализ перенес их в период между 8 и 1 тысячелетием до нашей эры, за 1000 лет до инков и задолго до линий Назка. Культура Паракас была одной из самых ранних и фундаментальных цивилизаций Анд. Но это открытие лишь обострило главный вопрос: кем были эти люди, чьи головы не походили на наши? Академическая наука предложила аккуратный и удобный ответ. Искусственная черепная деформация, глобально распространенная практика, известная от Египта до Океании. Череп младенца пластичен, и при помощи повязок или деревянных дощечек ему можно придать нужную форму. Это был символ статуса, знак элиты, связанный с богами. Процедура не влияла на интеллект. Мозг просто заполнял предложенное пространство. Казалось бы, загадка решена. Но именно здесь расследование только начиналось. Потому что деформация меняет форму, но не создает дополнительный объем. А измерения показывали вместимость до 1600, 1800 и даже 2000 кубических сантиметров при среднем значении около 1400. Более того, у части черепов отсутствовал сагитальный шов, а большое затылочное отверстие было смещено назад, что указывало бы на иную биомеханику тела. Эти особенности вместе превратили черепа Паракас из культурного феномена в биологическую ересь. Десятилетиями спор заходил в тупик, пока в 21 веке не появился инструмент, способный заглянуть глубже кости — анализ древней ДНК. Особый интерес представляла митохондриальная ДНК, передающаяся по материнской линии и служащая генетическими часами. Для коренных народов Америки характерны гаплогруппы А, Б, С, Д и Х, и любое отклонение от этого набора означало бы переписывание всей истории заселения континента. Независимые исследователи заявили, что обнаружили у элитных черепов гаплогруппы H, T, U и K
характерные для Европы и Ближнего Востока, а также неизвестные мутации. Эти заявления взорвали информационное пространство. Академическая наука ответила обвинениями в загрязнении образцов, отсутствии рецензирования и сомнительных источниках. Последующие официальные исследования показали исключительно коренное американское происхождение и объяснили рыжеватый цвет волос окислением. Однако сторонники альтернативной версии настаивают, что изучались не самые аномальные черепа, а доступ к ним остается закрытым. Так родилась теория заговора и еще более радикальная гипотеза диффузионизма, предполагающая существование древней глобальной морской цивилизации, возможно, погибшей в катаклизме конца ледникового периода. В этой версии элита Паракас — выжившие носители иной расы, а местное население лишь подражало им, искусственно деформируя черепа своих детей. Эта теория, какой бы фантастической она ни казалась, пытается связать воедино все противоречия. Сегодня мы остаемся с вопросами, а не с ответами. Черепа Паракас — это не доказательство, это вызов. Вызов нашей уверенности в том, что мы знаем собственную историю. Что, если мы не первые? Что, если современная цивилизация не первая технологичная цивилизация на этой планете? Что, если эти вытянутые черепа — последнее вырождающееся эхо чего-то гораздо более древнего и великого? История, которую нам рассказывают, может быть лишь самой удобной версией событий, а истина по-прежнему лежит в сухом соленом песке Перу, завернутая в саваны с глазами нечеловеческих богов, ожидая тех, кто осмелится не просто смотреть, но видеть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.